Привет, друзья! Вы меня со всех сторон забросали просьбами сделать регулятор скорости вращения для биполярных шаговых двигателей, таких как NEMA 17. И вот я сделал целых два варианта. Сначала покажу, как работают оба варианта, затем сделаю небольшую экскурсию по скетчам, чтобы вам было легче ориентироваться. Так как единственный NEMA 17, который у меня есть, установлен на ЧПУ станок, то буду показывать на примере японского шагового двигателя Mitsumi. Он такой же биполярный с 4-проводным подключением, только имеет более крупное деление шага. Еще буду использовать плату Arduino Nano и драйвер DRV8825. Так как родной радиатор сильно грелся, то я добавил куски алюминиевой проволоки, которые пришлось зажать между ребрами радиатора. Да, это не эстетично, зато эффективно. Также использую две кнопки, потенциометр на 3,3 кОм, беспаечную макетную плату и соединительные провода. Итак, поехали. Одна кнопка используется для запуска и остановки шагового двигателя. Вторая для изменения направления вращения. Изменять направление вращения можно как в состоянии покоя, так и во время вращения шагового двигателя, независимо от скорости вращения. Изменять скорость вращения можно при помощи потенциометра. Так как этот двигатель имеет большое деление шага 7,5 градусов, то при низких скоростях ощущается сильная вибрация. Изменение направления вращения на полном ходу не оказывает негативных влияний на используемую электронику и на сам шаговый двигатель. Но при этом в момент смены направления вращения могут происходить пропуски одного или двух шагов. Теперь второй вариант. Во втором варианте кнопки не нужны, поэтому я их уберу и уберу провода, которые к ним подведены. Драйвер шагового двигателя включается подачей минуса на контакт Enable. И так как кнопка, которая за это отвечает, теперь отсутствует, то провод, подключенный к 12 контакту платы, переключаем на минус. И можно управлять скоростью вращения шагового мотора. Теперь рассмотрим скетч на примере приложения Uno Arduino Sim. Написал его без использования библиотек, чтобы можно было загружать на любые микроконтроллеры. Кнопка Stop Start назначена на 8 пин, кнопка Reverse на 9. Задача этих кнопок изменять состояние сигнала на 12 и 13 контактах. Этот модуль симулирует работу биполярного шагового двигателя, подключенного через драйвер, который управляется сигналами Step, DIR и Enable. К таким драйверам относятся DRV8825 и AS4988. И я подключил его на контакты 11, 12 и 13. Переменные I и J используются функции для опроса кнопки Start-Stop, а переменные K и L используются функции для опроса кнопки Reverse. Да, эти функции получились громоздкие, зато они написаны без использования задержек при помощи функции Delay. Переменная StepState нужна для хранения состояния сигнала на 11 пине, и она используется в этом генераторе импульсов. Это аналог стандартного примера Blink, только без использования задержки при помощи функции Delay. Этот генератор дополнен возможностью изменения частоты при помощи потенциометра, подключенного к контакту A3. Ну и так как здесь все построено на таймерах, то здесь имеется переменная для хранения значений этих таймеров. Теперь копируем все это, открываем приложение Arduino IDE, затем файл, новый, и вставляем сюда то, что скопировали из приложения Uno Arduino Sim. Загружаем скетч на плату. При желании можно сохранить этот проект. Кстати, ссылку на скетч, как всегда, найдете в описании под этим видео. Когда скетч загрузится, соберите все, как показано на этой схеме. Или если вам больше понравился второй, более простой вариант,
то соберите по этой схеме. Так как во втором варианте кнопки не участвуют, то можно удалить неиспользуемую часть кода. Получился простой регулятор скорости вращения для биполярного шагового двигателя. На этом видео подходит к завершению. Если оно вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео, где я покажу, как управлять двумя такими двигателями по Bluetooth при помощи Android смартфона. Всем пока!